Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами одним из итальянских рецептов. Сегодня мы с вами приготовим мясные шарики в томатном соусе. Получаются вкусные котлетки из ароматного питательного фарша, а пряный томатный соус их дополняет. И в конце я вам покажу несколько блюд, с чем можно их подавать. В сегодняшнем рецепте мы будем использовать 350 грамм фарша и 3 купата. Фарш отправляю в салатник, а купаты сначала отделяю от оболочки и отправляю к фаршу. Затем беру крупный зубчик чеснока и выдавливаю через пресс. Добавляю черного молотого перца, солю. Дальше мелко нарезаю небольшой пучок петрушки. И также добавляю к фаршу. Затем разбиваю туда одно яйцо. Все добавили, а теперь хорошенько все перемешиваю до однородной массы. Вот такой фарш у нас получился. А теперь блюдо присыпаю мукой. А теперь формирую круглые котлетки и выкладываю на муку. Я их делаю размером примерно в грецкий орех. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачивайте руки водой. А теперь полностью обваливаем котлетки в муке. Вот таким образом. Теперь в сковороду наливаю немного растительного масла. И выкладываю все котлетки в сковороду. Нам нужно будет их немного обжарить. Время от времени переворачиваем. Мне это удобно делать так намного быстрее, поэтому я люблю использовать глубокую сковороду. И если какая-то котлетка не перевернулась, тогда я помогаю себе вилочкой. Когда котлетки немного подрумянились, вынимаем их и выкладываем на блюдо. Пока мы их откладываем в сторону, а я беру одну луковицу и нарезаю ее мелко. В сковороду, где жарились котлетки, добавляю еще немного растительного масла и отправляю туда лук. Затем добавляю 2 зубчика чеснока. Я их пропускаю через пресс, а вы, если хотите, можете его мелко нарезать. Лук с чесноком немного поджариваю. Затем беру 700 мл томатного сока и добавляю в сковороду. Добавляю туда немного воды, взбалтываю и также добавляю в сковороду.
Затем добавляю 2 щепотки соли, но вы, конечно, солите на ваш вкус. Для легкой пикантности добавляю красного молотого перца. Добавляю немного сахара, он устранит кислоту помидор. И добавляю 2 чайные ложечки овощной приправы. И добавляю кусочек сельдерея, он придаст вкус соусу, но затем мы его удалим. Хорошенько все перемешиваю. И добавляю все котлетки в соус. Покрываем все котлетки соусом. И затем добавляем веточку базилика. Если у вас нет свежего, можете добавить сушеный. А вместо базилика, кому нравится, можете добавить орегано. И затем под крышкой оставляем тушиться минимум полчаса. Соус должен немного загустеть. И время от времени перемешиваем. Наш соус готов. Видите, он немного уварился и стал гуще. Выключаем и готово. И вот такие котлетки в ароматном томатном соусе у нас получились. Блюдо получается сочным, ярким и очень аппетитным. И готовить его совсем несложно. Можете подавать их с любым гарниром, например, с картофельным пюре. Это очень вкусно. А я вам покажу еще 2 варианта, как чаще готовят итальянцы. Варят любую пасту, я сегодня варю спагетти. Перемешиваю с соусом и добавляю котлеток. И уже выглядит очень аппетитно. Но итальянцы еще добавляют тертый пармезан. Как же без пармезана? Так получается еще вкуснее. И получается вот такое сытное, вкусное и яркое блюдо. И еще вариант. Варят поленту, распределяют по тарелке, пока она еще горячая. Сверху поливают соусом, добавляют котлетки и, конечно же, посыпают пармезаном. Ну разве это не выглядит аппетитно? Если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх. И буду благодарна, если подпишетесь на мой канал. Вас ждет еще много интересных рецептов. Ну и жду вас в комментариях. До скорой встречи!